Before the Assyrians get to Jerusalem, Hezekiah makes some preparations. Хорошо. Перед тем, как ассирийцы подобрались к Иерусалиму, Иезекия подготовился к этому нашествию. One of these was bringing a water supply into the city, behind the city walls. Одним из приготовлений было сделать так, чтобы город снабжался водой внутри стен. Чтобы внутри стен была вода. Someone read 2 Kings 20:20. Прочитайте, пожалуйста, кто-то 4 Царств 20:20. Прочее об Иезекии и о всех подвигах его, и о том, что он сделал пруд и водопровод, и провел воду в город, написано в летописи царей иудейских. So this is the tunnel. Так, вот это вот тот самый туннель. And there's the water at the bottom. И вот вода внизу, да? Before this was made, the spring was outside the walls of the city. До того, как это было сделано, источник воды находился за стенами города. So he had a tunnel cut from the spring that would bring the water inside the city walls. И Иезекия прорубил тоннель, который воду из источника подавал внутрь ворот, внутрь стены. When they found this tunnel, they discovered this ancient Hebrew inscription from the time of Hezekiah on the wall. И когда вот раскопали этот туннель, то нашли там древнюю надпись времен Иезекии, надпись на стене. And it describes the workers carving the tunnel out of the rock. И тут описывается то, как работники выбивали этот туннель в скале. Someone read 2 Chronicles 32:5. Кто-то прочитайте, пожалуйста, 2 Паралипоменон 32:5. Він підбадьорився і забудував увесь виламаний мур і поставив на нього башту, а поза тим муром інший мур і зміцнив мір в Давидовому місті і наробив багато радощів та щитів. So he made repairs to the walls and he built another wall outside of that one. То есть он укрепил, значит, всю обрушившуюся стену он восстановил и извне построил другую стену. This is part of that newer wall that he built. Вот это вот часть той более новой стены, которую он построил. This was necessary because a lot of people had fled into the south to Jerusalem after the Assyrians destroyed Israel. Это было необходимо, поскольку многие люди из юга Иудеи, они бежали в Иерусалим после того, как разрушили. So people from north to south, or people from south to From north to south. Да, я прошу прощения, люди с севера Иерусалима, они бежали на юг в Иерусалим после того, как пережили разрушение ассирийцами. Поэтому необходимо было расширить стену. There was a big population increase at the time of Hezekiah because of that. И во времена Иезекии таким образом случилось значительное увеличение численности населения. So this new neighborhood had been constructed in Jerusalem that didn't have a wall around it. Поэтому уже сформировалось такое новое поселение в Иерусалиме, и вокруг него еще не было стены. So Hezekiah had this new wall built around that part of the city so that they would be protected also. И таким образом Иезекия повелел построить новую стену вокруг этой новозаселенной части города, чтобы они также были защищены. And then the Assyrians under King Sennacherib came up and besieged the city. И ассирийцы под командованием царя Сеннахерима, они взяли город в осаду. And he recorded this campaign. И он, Сеннахерим, сделал запись об этой кампании. Here's what we have in the biblical text. Вот что у нас есть в библейском тексте. We have the 14th year of King Hezekiah. Мы видим в 4 царстве 18:13, что шел 18-й год царя Иезекии. Can you read that one? Да, прошу в 14. В 14-й год царя Иезекии пошел Сеннахерим, царь сирийский, против всех укрепленных городов Иуды и взял их. Okay, so fortified cities of Judah were captured. Итак, укрепленные города Иуды были взяты. The other one we read already. Besieged Lachish and then went up against Jerusalem. Да, еще один мы уже читали, что
после осады успешной Лахиса Синахирим пошел к Иерусалиму. Someone read this one. Прочитайте кто-то 4 царство 18, 14, 15. И послал Иезекия царь иудейский к царю ассирийскому Лахис сказать: «Виновен я, отойди от меня, что наложишь на меня, я внесу». И наложил царь ассирийский на Иезекию царя иудейского 300 талантов серебра и 30 талантов золота. И отдал Иезекия все серебро, какое нашлось в доме Господнем и в сокровищницах дома царского. So the king of Assyria told Hezekiah to give him 30 talents of gold and 300 talents of silver. И таким образом царь ассирийский потребовал у Иезекии 300 талантов серебра и 30 талантов золота. But then it says that Hezekiah gave him all the silver in the temple and the king's treasuries. И дальше сказано, что Иезекия отдал ему все серебро из храма и сокровищниц дома царства. So it sounds like he gave him even more than the 300 required. И кажется, что Иезекия дал ему даже больше, чем тот потребовал. Maybe in hopes that he would just go away. Может быть, надеясь на то, что тот просто уйдет. Alright, and then someone read this passage here. Прочитайте кто-то сейчас 4 царств 19, 35, 36. 4 царств 19, 35, 36. И случилось, в ту ночь пошел ангел Господень, поразил в стане ассирийском 185 тысяч. И стали поутру, и вот все тела мертвые. И отправился, и пошел, и возвратился Синахирим, царь ассирийский, и жил в Ниневии. Alright, so the angel of the Lord goes out and kills the chief officers and things like that in the camp of the Assyrians. И ангел Господень, мы видим, пошел и поражал всех офицеров, всех солдат в лагере ассирийском. We have the same event recorded in Chronicles also. И такое же самое событие описано в книге Паралипоменон. And then it says, Sennacherib, king of Assyria, departed and returned to Nineveh. И дальше сказано, что Синахирим, царь ассирийский, возвратился в Ниневию. Okay, let's look at the Assyrian account of this. Давайте же почитаем ассирийские отчеты происшедших. So he mentions Hezekiah, the king of Judah. Здесь упоминается Иезекия, царь Иуды. He says that he conquered 46 of his strong-walled towns. И здесь сказано, что Синахирим поразил 46 его укрепленных городов. And it says he took 200,150 people into captivity. И также он говорит, что взял 200 150 людей в плен. And then he says that he besieged him in Jerusalem. И далее он говорит, что я его закрыл, то есть осадил в Иерусалиме. And he said that Hezekiah gave him 30 talents of gold and 800 talents of silver. И дальше сказано, что Иезекия дал ему 30 талантов золота и 800 талантов серебра. And then that's the end of it. И все, конец истории. So he also says he conquered these walled cities of Judah. Он, то есть так же, как и Библия говорит о том, что он завоевал укрепленные города и Израиля и Иуды, And that he besieged что Jerusalem он взял в осаду Иерусалим under Hezekiah. при правлении Иезекии. And then Hezekiah gave him 30 talents of gold. И далее Иезекия дал ему 30 талантов золота. So remember, that's what he had demanded. Это именно то, что тот потребовал изначально. But then Hezekiah, it looks like he gave him a total of 800 talents of silver. Но далее, кажется, Иезекия дал ему не 300 потребованных, а аж 800 талантов серебра. But then the Assyrians don't record their defeat. Но далее ассирийцы не записывают свое поражение. They don't record all those officers and warriors that were killed in the camp. Они не описывают вот всех тех офицеров и солдат, которые убиты в лагере были. It just ends there. Просто на этом дипломатично ставится точка. So they didn't record their failures, the bad things that happened to them. Они не записывали в то время свои поражения, все то плохое, что с ними случалось. Even nowadays,
people are usually not so prone to record their Yeah. failures. Yeah. Read Isaiah 37, 37, and 38. Прочитайте, пожалуйста, Исайя 37, 37, 38 стих. Исайя 37 глава, 37, 38 стих. А Сеннахериб, асирійський цар, рушив та й пішов і вернувся і осівся в Ніневії. І сталося, коли він молився в домі Нісрока, свого Бога, та сини його Адрамелек та Шерецер убили його мечем, а самі втекли до краю Арарат. А замість нього зацілював син його Естар-Хадон. So he's back in Assyria, and then eventually his own son's assassinated. То есть он вернулся назад в Ассирию, и в конце концов его собственные сыновья устроили на него покушение. And Assyrian records actually tell us this also. И, кстати, ассирийские летописи говорят нам о том же самом событии. They record the succession after Sennacherib, and that his sons killed him. They started this plot and killed him. И они пишут о том, как престол передавался после Сеннахериба, и они описывают то, как был заговор его сыновей, и как те убили его. It was okay for them to record that because they were the ones who won that little battle between kings. So like the sons or their supporters, they just The sons, yeah. They got the power and they showed how they took over. Да, ну для них нормально было записать такую историю, потому что, ну, типа, сыновья выиграли вот эту маленькую битву за царство, пусть даже ценой убийства отца. Они взяли власть и записали этот успех. See that piece of history in the book of Isaiah. Но мы видим ту же самую историю, описанную в книге Исаии. So sometimes Isaiah recorded these historical segments about the time of the Assyrians that we don't even find in Kings or Chronicles. И порой мы видим, что Исаия записывает какие-то исторические урывки из современной ему истории, связанные с ассирийцами, например, и мы этих исторических данных не видим ни в книгах царств, ни в книгах про Липоменон. But we saw a couple of examples like Sargon and like this, where they're also attested in the Assyrian records. Но мы видели некоторые примеры, например, с Саргоном, когда упомянутые Исаией события или личности были также подтверждены и ассирийскими записями и находками. Есть ли какие-то исторические доказательства, подтверждающие потерю огромного войска? Do we have any historical proofs of the fact that Assyria lost a huge army there? Like, No. did they stop campaigning or? No, we don't, but let's look at the biblical passage associated with that. Ну, у нас нет таких четких данных, но давайте библейский отрывок, связанный с этим, посмотрим. Hang on a second. If you wanna move through. Alright, go to 2 Chronicles 32:21. Значит, откройте, пожалуйста, 32:21. Второе Паралипоменон 32:31. 21. Второе Паралипоменон 32:21. Послал Господь ангела, и он истребил всех храбрых и военачальников и начальствующих в войске царя Ассирийского. И возвратился он со стыдом в землю свою. И когда пришел в дом Бога своего, исшедшие из чресл его поразили его там мечом. So, the Chronicles one, it says every mighty warrior, commander, and officer. It doesn't say that it's every soldier or every person in the camp. Значит, ну, в Паралипоменоне указывается, что поразил ангел всех храбрых, главноначальствующего и начальствующего войска царя. Не сказано, что все вообще находившиеся в стане были убиты или, все войско. Now, if we go back to the King's passage and look at it in Hebrew,
И если мы посмотрим на еврейском языке отрывок в книге Царств, 4 царство, 19, 35-36. There's this word in there that can be translated thousands, Но есть там такое слово, которое можно перевести как тысячи, but it also means things like chief or mighty warrior. но также можно перевести как начальствующий или могучий воин. От слова тысяча, да? То есть 185 могучих или начальствующих вместо... So it could be 185 like powerful warriors or like Right, chief right. officers. So it's like all his top guys got killed off. То есть могло так случиться, что все его, лучшие офицеры, вся верхушка была убита. So he didn't just walk back to Nineveh by himself, but he walked back with the regular troop, but all his chief officers were the ones that got killed. То есть он не возвращался в Ниневию один-одинешенек, он возвращался со своими войсками, но все его офицеры, вся верхушка командования, генштаб были убиты. And in fact, this would be a good time for a regime change. И, кстати, это было бы хорошее время для смены режима, да, для переворота государства. А сколько же их было тогда вообще? So what is expected number of the whole army? Maybe 20,000, 30,000. Может, 20 тысяч, 30 тысяч. Все армии, это немало. Что, можно уточнить, это просто слово можно как тысячи переводить, и может как начальство переводить, да? So we could, so just make it clear, so we could translate this word for thousand also as like chief or mighty warrior, yes? Yep. This is your point. It actually has lots of different meanings. У этого слова вообще много разных значений. Yeah. Okay. А как они вели с собой 200 тысяч пленников? So how could they be in like, if they were just 20,000 or 30,000, how could they led into captivity? Because those are just regular people. Но, потому что в пленные обычные люди. Think about just regular citizens, they don't really have any armor or weapons, and then you have this big army. Подумай о просто обычных горожанах, у которых нет никаких доспехов, оружия, и вот эта армия. They've got full armor and shields, spears, swords, bows. Полная броня, щиты, луки, мечи и так далее. Мне кажется, они бы их массой He thinks that could be possible for them to kind of rebel and to Yeah, but overthrow. lots of things like this happen throughout history. Много подобного уже случалось в истории. So, Where there were greater numbers, but the people, they weren't an organized army, they didn't have weapons, and so a small amount of soldiers controlled them. такое часто случалось, такое даже большее количество людей, если они не организованы и не имеют оружия и доспехов, маленькая даже армия может их контролировать. Маленькая организованная и вооруженная армия может контролировать. Alright. So after the Assyrians, Итак, после ассирийцев, the Babylonians rise up again. после ассирийцев мы видим расцвет Вавилона. Why do you say again? Like again after Babylonian tower? Because there was an earlier Babylonian empire. Значит, Вавилон поднялся снова, потому что была более ранняя Вавилонская империя. Like the time of Hammurabi. Как во времена Хаммурапи, да? Еще во времена Моисея. They call this the Neo-Babylonian Empire. Поэтому они называли, историки называют это нео-Вавилонская империя. Новая Вавилонская империя. And they start gaining power before the Assyrians are completely destroyed. И они начали набирать мощь и силу еще до того, как ассирийцы были полностью уничтожены. And this is the empire in which Nebuchadnezzar is a king.
И вот эта империя вавилонская, в которой Навуходоносор был царем. This empire only exists for a short time, though. Эта империя, кстати, существовала довольно краткий период времени. Not even 100 years. Она не существовала даже и 100 лет. And then, like we read in the book of Daniel, the Persians conquer them. И потом, как мы прочитали в книге Даниила, персы их завоевали. Here's the approximate extent of their empire. Вот это примерно насколько распространялась вот эта новая Вавилонская империя. So they went up into Turkey and they went towards Egypt, but they never actually controlled Egypt. То есть они захватили, вот дошли практически до самой Турции современной и на севере, а на юге до Египта дошли, но Египет никогда не контролировали при этом. Now, near the end of the kingdom of Judah, there's a final struggle between the Babylonians and then those who are opposing them. И ближе к концу Иудейского царства произошла финальная битва между вавилонянами и теми, кто им противостоял. The Assyrians actually allied with the Egyptians to try to fight off the Babylonians. Ассирийцы вступили в союз с египтянами, пытаясь противостать восстававшим в силе вавилонянам. And at this point, Judah had allied themselves with the Babylonians. И на этом этапе Иуда объединилась с Вавилоном. And we see this Pharaoh, Necho, mentioned briefly in the Bible. И мы видим, как вот в Библии мельком упоминается фараон Нехао. And he's fighting against Judah and against the Babylonians right near the end of the Assyrian Empire. И он сражается прямо вот перед концом Ассирийской империи, он сражается против Иудеи и против Вавилона, незадолго до конца завоевания ассирийцев. And this fight between, I guess I skipped some. This fight between the Egyptians and the Judeans ends up making a new king arise in Judah. И вот эта битва между египтянами и иудеями, она привела в итоге к появлению нового царя на престоле. Jehoiakim. Царя Иехонии. That's a different slide. Alright, I guess I don't have that in here, but... Alright, so we'll skip ahead then to... Now the Babylonians are in control, but Judah decides that they're going to rebel against the Babylonians. Но мы немножко пропустим. В итоге получилось так, что вавилоняне взяли контроль над Иерусалимом, но Иуда решила взбунтоваться против вавилонян. And again we have Lachish involved in the conflict. И мы видим, как снова Лахис становится важной частью этого конфликта. You might ask, why is Lachish important when the Assyrians attack and when the Babylonians attack? Вы можете спросить, а почему Лахиш вообще такой важный город, что при ассирийской атаке, что при вавилонской атаке, столько внимания ему уделяется? Maybe because of his place where he's situated. Yeah. It is on the hill, so it's pretty. Well, it's not just that. It's also Не только это. that Lachish is located to the west of Jerusalem. Лахис находится на запад от Иерусалима. And you go from that area through the mountain pass to get to Jerusalem. И so to get to Jerusalem, you have to go through Lachish and other ways. Well, you go through a mountain pass, and Lachish is off to the west. То есть, чтобы попасть в Иерусалим, вы идете там по горной территории, и потом вот на западе от Иерусалима вам попадается Лахис. And Lachish was one of the major military cities of that time. И Лахис был одним из наиболее крупных военных городов того времени. So if they had ignored Lachish and besieged Jerusalem,
То есть, если бы они проигнорировали Лахис и взяли в осаду Иерусалим, then an army from Lachish could come and attack their rear while they were besieging Jerusalem. то тогда бы армия из Лахиса могла просто подойти и атаковать их сзади, So it was just пока они осаждали. a safer, better strategy for them to defeat Lachish. Поэтому более безопасной стратегией для любого завоевателя было сначала поразить Лахис. Now, from the time when the Babylonians attacked Lachish, we have a bunch of letters. И вот с того периода, когда уже вавилоняне атаковали Лахис, осталось очень много писем. Don't get this confused with the Assyrian attack 100 years before. Не путайте эту атаку с атакой ассирийцев 100 лет до этого. So the Lachish letters are from the time of the Babylonians, about 600 BC. Письма из Лахиса датируются атакой, нападением вавилонян. Это примерно 600-е года до нашей эры. Those Lachish reliefs showing the Assyrian siege are from about 700 BC. То есть барельеф из Лахиса показывает нам ассирийскую осаду где-то в 700-х годах до нашей эры. А письма из Лахиса это уже вавилонская осада 600-е года до нашей эры, 100 лет спустя. Это 605 это... Где-то там, да. Мы говорим о порядке чисел. Now these letters are not an official history. И вот эти письма не являются частью официальной истории. They're from a military commander at Lachish. So you mean they're not part of official history of Babylon or? No, they're just letters between two Judean military commanders. То есть вот эти письма это не какая-то официальная история Иерусалима, это переписка между двумя военачальниками иудейскими. Possibly from a commander at Jerusalem writing to the commander at Lachish. Скорее всего, это переписка главного военачальника Иерусалима к главному военачальнику Лахиса. And the content of these letters, though, they have a lot of parallels found in Kings and in Jeremiah. Содержание писем мы находим много параллелей с содержанием книг царств и книги пророка Иеремии. And a couple of them mention a prophet. И в нескольких письмах упоминается пророк. Now Jeremiah is the only prophet that we know of functioning in Judah at this time. И Иеремия это единственный пророк Иудеи, о котором мы знаем, что он в то время осуществлял служение. So they're probably talking about Jeremiah. Поэтому, скорее всего, они говорят про Иеремию. One of the letters actually does have the name of the prophet. В одном письме даже упоминается имя пророка. But you see, these are written with ink. Но вы видите, чернилами написаны письма эти. And a lot of it has faded. И многие из этих чернил, они уже стерлись со временем. So his whole name is not preserved on that letter. Поэтому все это имя пророка не сохранилось на этих письмах. What we do have left, it could be Jeremiah, but it's possible it could be something else also. Что осталось, это можно прочитать как Иеремия, но это мог бы быть и кто-то с другим именем. So they were writing on the pottery by the ink. Yes. Да. На керамике чернила. These are also known as ostraca. Но это также мы называем такие таблички остроконами. One of them tells about a diplomatic mission to Egypt. Один острокон говорит о дипломатической миссии в Египет. And this is because they're hoping that Egypt will help them fight against Babylon. И почему они посылают миссию? Потому что надеются, что Египет поможет им в сражении с Вавилоном. We have that in Jeremiah. И мы видим это в книге Иеремии. Another one talks about a conspiracy against the king Zedekiah. И еще одно письмо говорит о заговоре против царя Сидекии. This was a conspiracy of some Judeans who have joined the Babylonian side and they're trying to kill the king. И это был заговор
организованный некоторыми израильтянами, которые примкнули к вавилонской стороне и пытались убить царя. Another one mentions that the cities Lachish and Azekah are the last places that haven't been conquered yet before Jerusalem. И в другом письме упоминается, что Лахис и Азек были двумя укрепленными городами Иудеи, которые нужно было осадить и взять перед завоеванием Иерусалима. And Jeremiah says the same thing. Ну и Иеремия говорит то же самое. Что, so this city were not conquered during the time of Well, they were the last ones to be conquered. Да, то есть эти два города оставались еще вот последними перед Иерусалимом на момент написания писем. I'm not sure I got it right with like place of Lachish and mountains, etc. So if you have some map here to show where was Lachish and where was I'll Jerusalem. just draw what I'm talking about. По поводу расположения Лахиса и Иерусалима сейчас преподаватель нарисует, чтобы не было недоразумения. Я не уверен, что точно перевод. Here's Jerusalem. Вот это Иерусалим. Here's Lachish. Вот Лахис. There are mountains here. Вот здесь горы. Take a pathway through to get to Jerusalem. Вот это путь, по которому можно было попасть в Иерусалим. So the army comes down here Вот армия отсюда приходит. and they conquer all this area. Вот они завоевывают всю эту территорию. If they go to Jerusalem and they camp out right here, Если они пойдут в Иерусалим и станут там лагерем, взяв город в осаду, then an army from Lachish can come up behind them. то армия из Лахиса может зайти им в тыл. So they conquer Lachish first, Они завоевывают Лахис первым, then they go to а Jerusalem. тогда уже идут спокойно в Иерусалим. And where was the Azek? Azek, another city. It's right over here. Вот, а Азек, второй город, он был рядом с Лахисом. Це один день ходьби, да, звідти? So was it just one day of walking between Jerusalem and Lachish or more? Yeah, it'd be a long walk, maybe 2 or 3 days. Может быть дольше, может 2-3 дня, если армия нас. Поки вони завоюють, з Єрусалиму можна піти. А это не набережное море, там был этот город Тир? So, Тир. So it wasn't near the sea, it wasn't the seashore. No. it Нет, wasn't. это не был морской город, ни разу. Okay. All right, now, right around this time, or actually just before these letters probably, we have King Jehoiakim captured. И прямо вот в момент написания этих писем, может быть немножко раньше, мы видим, как царь Иехония был пленен. The Babylonians go to Jerusalem, they besiege the city, but they don't destroy it. Вавилоняне пришли в Иерусалим, взяли город в осаду, не уничтожили город, But they take Jehoiachin into exile. но взяли и Иехонию в плен и увели его. And then Nebuchadnezzar appointed the king of his choosing, И Навуходоносор назначил царя по собственному решению. and that was Zedekiah. Это был Седекия. This same event is recorded in the Babylonian records. И то же самое событие описано в вавилонских записях. Talks about how King Nebuchadnezzar marched to Judah. Говорится здесь о том, как царь Навуходоносор промаршировал прямо вот через всю Иудею, That he captured Jerusalem, как он взял в осаду Иерусалим, that he captured the king, взял в плен царя and he appointed a king of his choosing, и назначил царя по собственному решению. and then he went back to Babylon. И вернулся в Вавилон. А мы можем узнать как-то или предполагать, какого размера у него была армия? Could we know or assume the size of his army? I'm not sure exactly what it was. Я не уверен точно. It's probably, again, somewhere between
20, 30, 40,000, something like that. Опять же, где-то в пределах там 20, 30, 40 тысяч. But I doubt that he brought all of them to Jerusalem. Но я сомневаюсь, что он всех их притащил в Иерусалим. Now, inside Babylon, we have Jehoiachin imprisoned. И уже в самом Вавилоне мы видим, как Ихония в плену находится. And we read that he's actually given these daily rations. И мы читаем, мы видим о том, что мы видим то, что ему дается ежедневный паёк, ежедневное пропитание. He had a daily allowance. То есть у него есть содержание ежедневное, постоянное. When they were excavating at Babylon, Когда они провели раскопки в Вавилоне, among the many records they found were reference to King Jehoiachin. среди многих других записей, которые они нашли запись, указывающую на царя Ихонию. And in particular, the rations that he was given daily. И особенно интересно было то, что описан был рацион, который ему ежедневно поставлялся. This is one of those tablets. Вот одна из этих табличек. They'd use this oil to make bread. То есть масло использовалось для того, чтобы приготавливать хлеб в то время. But Jehoiachin gave up peacefully, he did not fight them. Right. Ну, Ихония сдался мирно, он не сражался с врагом. Yeah, that's why they didn't destroy the city. Вот почему они не уничтожили город. So there were actually 3 different deportations, Babylonian deportations. Ну, были, как многие из вас знают, 3 разные депортации из Вавилона. The first 2 are peaceful. Первые 2 были относительно мирные. Okay. The first one is when Daniel goes. They just take some of the nobility. Да, первое пленение вавилонское, это когда вот ушел Даниил с друзьями. Они взяли тогда только там сыновей знати, только знать увели. In the second one, they take the king and they take some more people. При втором пленении они забрали царя, ну еще немножко людей. In the third one, they take everybody except the poorest people that they leave there to work the land, to farm. И при третьем пленении они уже, когда уничтожили город, они забрали всех людей, кроме самых бедных, которым оставили работать на земле. Now, before the city is destroyed, И до того, как город был уничтожен, you have some Babylonians who are lingering about, who are staying in Jerusalem. Да, мы видим некоторых вавилонян, которые находятся, проживают постоянно в Вавилоне. One of these that's mentioned is a guy named Nebo-Sarsakim. Один из людей, находящихся в Вавилоне, это вот Нево-Сарсахим. Which, how do they So we say? see just Sarsahim without Nebo. Okay, alright. And a few years ago there was a scholar going through and reading some of the unpublished tablets in the British Museum. И несколько лет назад один ученый отправился в Британский музей и прочитал некоторые не опубликованные ранее глиняные таблички. And he came upon this name that he recognized. И наткнулся там на имя, которое он распознал. He thought he remembered reading it somewhere in the Bible. Он помнил, что какое-то такое же имя он читал в Библии. So he went and looked it up and he found it's one of these Babylonian officials mentioned by Jeremiah. И он открыл Библию, посмотрел, увидел, что вот упомянут тот же вавилонский чиновник, о котором говорил Иеремия. And not only is it the same name, but it's the same title, and it's also during the reign of Nebuchadnezzar. И не только имя то же самое, но и титул тот же самый, и все, и это как раз табличка времен правления Навуходоносора. This is one of those interesting details, historical details we find in the Bible that's it's not really necessary to the story or to the theology. Это одна из таких интересных исторических деталей, которые мы находим в Библии, которые не имеют отношения там особо к сюжету или к богословию.
But it shows the high degree of historical accuracy. Но эта деталь показывает очень высокую степень исторической достоверности библейского текста. And it allows people to check to make sure that the text is accurate. И это позволяет людям даже проверить текст на достоверность и убедиться, что текст достоверен исторически. Jeremiah could have not named these people, Иеремия мог спокойно не вписывать имена этих людей. but he chose to record those little details. Но Иеремия решил записать эти маленькие детали. And then we see confirmation that he was exactly right. И теперь мы видим подтверждение того, что Иеремия был совершенно прав. There are a number of people in this whole Babylonian story that are like that. И есть огромное количество людей во всей этой вавилонской эпопее, которые подобным образом мы находим. Like Nebuzaradan. Например, Небузардан или Небузардан. He's also attested in Babylonian records. Он также, мы видим, его существование подтверждено вавилонскими записями. Or this one, Baruch, who was Jeremiah's scribe. Барух, так сказать, секретарь Иеремии. This is his seal. Вот это его печать. Very interesting. Очень интересно. Is it your own photo or it's That public one's not. property? I probably have one, but didn't put it in here yet. There are several people, fairly minor characters mentioned in the Babylonian narrative that we found inscriptions of. И есть несколько вавилонян, которые связаны со всей этой историей, достаточно малозначительные личности, которые тем не менее упомянуты, и мы находим их имена в вавилонских записях. So many of the people mentioned in the Bible are also attested by inscriptions and documents from their time. Поэтому многие люди, которые упомянуты в Библии, они как раз-таки документами, надписями того времени их существование подтверждаются. У вас в конспектах есть переведенный текст. This is especially true of the time of the kings and then the time of the New Testament. И это особенно проявляется в период царств и в период Нового Завета. And that's just also because we have more records from those time periods. Ну, просто хотя бы потому, что у нас больше записей исторических с тех периодов. Now, even before Jerusalem got destroyed, И даже до того, как Иерусалим был разрушен, Daniel had been taken into captivity. Даниил был взят в плен. And Babylon was perhaps the greatest city in the world at that time. И Вавилон в то время был, наверное, величайшим городом в мире. Here we have the part of the reconstructed Ishtar Gate from Babylon. Вот здесь мы видим часть восстановленных ворот Иштар в Вавилоне. And then next to it is a very old photo of the gate while it was still there in Babylon. И рядом мы видим очень-очень старое фото вот этих ворот, когда они еще там стояли в Вавилоне. So was it destroyed by some? No, they actually took it to Berlin. То есть эти ворота перенесли в Берлин. Ну, как бы That's where it is now. Вот теперь они там находятся. Uh-huh. Восстанавливают это как собирают, подбирают, как правильно они были, да? So how do they how do they reconstruct them? How do they move them, like by They stone by stone? probably, they're glazed bricks, but yeah, probably moved individual bricks and labeled them. Ну, скорее всего, они просто, каждый отдельный камень, как они перемещали всю эту конструкцию, просто все кирпичи нумеровали и потом перемещали по Они отдельным. все настоящие найдены, да? So, but all of these bricks are real, so they really found there. Yeah. Да, да. Может там пару. So at this time, Babylon, it was kind of like Kiev, where it was on both sides of a river. В то время Вавилон был похож на Киев. Он находился на двух берегах большой реки. But it had a wall surrounding the whole city. Но была при этом стена, окружавшая весь город. And there might have been about 200,000 people that lived there. И, возможно, там жило порядка 200 тысяч жителей. And at that time,
that was a huge city. На то время это был огромный город. So Daniel is living in this biggest city in the world, and he's serving who is one of the most powerful kings in the world at that time. Итак, Даниил живет вот в самом великолепном, великом городе мира на то время, служит одному из самых могущественных людей того мира. Although Daniel has a lot of prophecy in it, he also talks about some of the history and the setting of Babylon. И хотя в книге Даниила много пророчеств, он также кое-что говорит об историческом фоне, о том, какие были обстоятельства, обстановка в то время в Вавилоне. For example, he records this conversation with Nebuchadnezzar, Например, он записывает вот эту беседу с Навуходоносором, where Nebuchadnezzar mentions his building of the palace in Babylon. когда Навуходоносор упоминает, как он построил вот царскую резиденцию величием силы своей. And Царский this дворец. inscribed brick, and there are some other texts, they describe Nebuchadnezzar building and expanding a palace in Babylon. И вот этот вот подписанный камень и другие надписи, они говорят о том, что Навуходоносор действительно построил и расширил царский дворец в Вавилоне. Later in the book of Daniel, we see the handwriting on the wall episode. И где-то уже в 5 главе Даниила мы видим вот это рука, пишущая на стене, вот этот сюжет. And we have this king Belshazzar mentioned. И упомянут царь Валтасар. And he tells Daniel that if he can interpret it, he'll give him the third place in the kingdom. И Валтасар говорит Даниилу: Даниил, если ты сможешь истолковать, что тут написано, будешь третьим в царстве. This puzzled people because they didn't understand why he would only offer him third place instead of second place. Да, и немножко это сбивало людей с толку, они не понимали, почему Валтасар предлагает Даниилу только третье место вместо второго. And skeptics of the book of Daniel, they said, "Oh, we've never heard of this king Belshazzar. It must just have been a made-up person." И скептики относительно книги Даниила говорили: мы никогда не слышали про этого царя Валтасара, он, наверное, какой-то придуманный персонаж. The records they had at that time mentioned Nabonidus as the king of Babylon. И в то время имевшиеся на руках записи указывали на Набонидуса как царя Вавилонского. Говорилось о неком Набонидусе. But then as more documents were found, it became clear what the situation was. Но потом стало известно больше документов, и стало ясно, какова же была на самом деле ситуация. There was this Nabonidus, the last king of Babylon. Был такой Набонидус, последний царь Вавилона. But he was uninterested in really ruling Babylon. Но ему просто неинтересно было править Вавилоном. So he went off on these pilgrimages. Он ходил в такие пилигримки. He went off to Arabia. В Аравию, в такие паломничества. And he entrusted power to his oldest son. И власть управления царством доверял своему старшему сыну на время своих паломничеств. And then we learned from other Babylonian documents that his oldest son was named Belshazzar. И из более уже таких недавно известных документов вавилонских мы узнаем, что звали его старшего сына как раз-таки Валтасар, или Бельшазар. So he had become the king of Babylon, or he was the acting king of Babylon at that time. То есть Валтасар был как бы действующий царь Вавилона, исполняющий обязанности царя Вавилона, в то время как Набонидус там прохлаждался в своих. But his father was still alive and still the king of the empire. Но его отец юридически все еще оставался императором, действующим руководителем империи. And so that's why he could only offer Daniel the third place in the kingdom. И вот почему Даниилу в этой ситуации Валтасар не мог предложить ничего больше третьего места в царстве. The book of Daniel also records the conquest of Babylon by the Persians. Книга Даниила также описывает завоевание Вавилона персами. But it doesn't say anything about a battle.
Но нигде ничего не говорится про битву. They just show up and then they've conquered the city and Daniel is serving a Persian king. То есть как-то так получилось, персы появились, завоевали город, и раз Даниил уже служит персидскому царю. This is also what we see in the Babylonian and Persian and Greek records. И то же самое мы находим и в вавилонских, и в персидских, и в греческих записях. There was no battle. Битвы не было. They infiltrated the city at night. А персы проникли в город ночью. And we see that in the biblical account, they're having this big feast, this big party. И вот в библейском повествовании мы читаем в 5 главе Даниила о вот этой большой вечеринке, большом пире, который устроил Валтазар. So they just show up at night, everybody is drunk or not paying attention, and they're able to quickly take the city. То есть персы появляются в городе, все в это время под этим делом, как бы никто ничего вообще не может сообразить, ничего сделать, и персы быстро берут контроль над городом. And Cyrus then issues this decree. И царь Кир дальше издает вот этот свой указ, декрет. In 539 BC or right after that, when Babylon is conquered, В 539 году, где-то в это время, может быть, ну, в районе того времени, когда был завоеван Вавилон. and he says that the exiled peoples can return to their lands and they can rebuild their temples and he'll give them back the things that were stolen from those temples. И в этом декрете говорится, что люди, изгнанные в плен, могут вернуться на свою землю, отстроить свой храм и забрать все то, что было украдено из их храмов. So was it only for Jews or for any It nation was for captured? all the other ones too. Но это было не только для евреев, это было вообще для всех народов, которые Вавилон пленил. Someone read Ezra 1:1 through 3. Пожалуйста, прочитайте кто-то, я вижу. Ездру 1 глава с 1 по 3 стих. Ездра 1, 1, 3. Питання поки. А циліндри для чого переважно це So, a short question. Why did they use these cylinders? What was it for? I don't know exactly why they originally chose that, but Ну, я не знаю, почему они изначально избрали they цилиндры. often deposited these things under the foundations of a building, so Но обычно они все эти такие записи хранили в, ну, где-то в основаниях здания, возле фундамента they здания. could like carve out a little circular area and then they push it in there. То есть, like in a hole in the Yeah. middle. То есть, ну, и легко было хранить. Они могли что-то там написать на таком цилиндре, потом и сделать дырку в стене, и в эту дырку туда поместить и хранить. А знали, що хтось буде шукати і знайде ті. So they probably assumed that someone would seek for that, and so in order to find it Eventually, quick. yeah, it's Quicker. this is stronger than a square, like a brick. It's a stronger structure. Да, но это более, скажем так, крепкий материал, чем какой-то там кирпич там или что-то еще. Before this time, they started by using these cone-shaped things they would write on and put in the foundations. Cone shape? Yeah, like Cones. Yeah. То есть до этого они использовали такие вот конусовидные штуки, которые тоже на них писали, и они потом закладывали в основание здания. so they probably then developed into a cylinder, Ну, а позже потом они, видно, решили сделать это в виде цилиндра. like two cones together or something. Как-то вот два конуса вместе раньше было. I'm gonna read Ezra. Так, Ездра 1.1.3, кто читает? Первый год Кира, царя Персидского, во исполнение слова Господа из уст Иеремии, возбудил Господь дух Кира, царя Персидского, и он повелел объявить по всему царству своему, словесно и письменно. Так говорит Кир, царь Персидский: «Все царства земли дал мне Господь, Бог Небесный, и он повелел мне построить ему дом в Иерусалиме, что в Иудее. Кто есть из вас, из всего народа его, да будет Бог его с ним, и пусть он идет в Иерусалим, что в Иудее, и строит дом Господа, Бога Израилева, того Бога, который в Иерусалиме». Now, this one was found at Babylon.
Вот это вот нашли в Вавилоне, вот этот цилиндр. And it records that same kind of thing, but from a Babylonian perspective. И там записано то же событие, только с вавилонской точки зрения. And so it mentions Marduk. И там упоминается Мардук, бог Мардук, And because that was the head god of Babylon. поскольку это был главный бог Вавилона. But then it also talks about how the sacred centers or the temples and the sanctuaries that were abandoned, he returned the images of those gods there. So Cyrus Yeah, returns. Cyrus. So Cyrus returns the images of Gods in abandoned. different places, yeah. Да, то есть, но дальше говорится о том, что Кир своей властью он просто возвращает все вот эти изображения богов оставленные, храмы оставленные, он возвращает их на прежнее место. And he says that he gathered all the inhabitants of these places and returned them to their homes. И дальше говорится также, что Кир, он вот собирает всех былых обитателей тех мест и возвращает их к своим домам. А Мардук имеется в виду то, что в Библии имеется в виду, ну, Бог Яхва, да? Нет. Нет? So do they, like, when they mention Marduk here, do they just refer to like a head god, like Jehovah in Jewish, like in the Bible, or they really point to that Marduk, like of Babylon? Yeah, they're talking about Marduk. Не, они говорят о конкретном боге Вавилона Мардуке. Тут Cyrus just seems to have let different groups of people worship whatever ancestral gods they worshipped. Кир, на самом деле, он просто решил позволить всем народам поклоняться тем богам, которых те унаследовали от предков. And that was kind of the policy of the Persian Empire, and it made things easier for them. И это была такая политика вот в Персидской империи, позволить каждому поклоняться своим родным богам. И это очень сильно облегчило им жизнь. They weren't trying to force different religions on different groups. Они не пытались навязать разные религии разным группам людей. So they had all these provinces. У них были все эти разные провинции. You see how big the Persian Empire Вы was. видите, какая большая была Персидская империя. But these provinces were almost like little countries. Но эти провинции были почти как маленькие страны. They were ruled by a local governor. Управлялись они местным каким-то правителем, самоуправлением. And then those people were under the authority of the king or the emperor. И вот эти местные руководители, как сказать, губернаторы, они были под руководством императора персидского. They had quite a bit of independence. Но у них было достаточно много независимости. And so in the time of Nehemiah, he was the governor of the province of Judah. И во времена Неемии именно Неемия был губернатором своего рода провинции иудейства. But the Persian king let him rebuild the walls of Jerusalem, and of course they had already rebuilt the temple before that. Ну, персидский царь позволил ему даже восстановить стены вокруг Иерусалима, и, конечно, перед этим они уже восстановили храм. And they didn't tell him, you need to worship these other gods. They just let them worship Yahweh. И они не говорили им, ой, вам надо поклоняться вот этим другим богам. Они сказали, ну, можете поклоняться я. Еще чуть-чуть и прогресса лично. So, a little bit more and they will get to Odessa. Слышишь, Андрей, Yeah. не понял, Yeah. Мардук при чем здесь? Right. Мардук говорит, что такая же история, только... Crimea. Но он же сказал, вот, история с вавилонской точки зрения. Да. Да. Так, а Мардук при чем? Потому что в Вавилоне Мардук был главным богом. Я сейчас спрашиваю. Вот. То есть, как бы, они же не могли в вавилонской записи написать Ях. So this is the first of the empires prophesied by Daniel. Итак, вот это the first one. Вот это вот первый, Well, second probably. he talks about Babylon, but it's contemporary with him. So Да, ну то есть это как бы первая из империй, о которых Даниил пророчествовал. Он говорил, понятно, про Вавилон, но Вавилон был как бы еще когда, ну, при жизни Даниила. А персидский он уже пророчествовал. and then this one is eventually conquered by Alexander the Great. И эта империя в будущем была завоевана Александром Великим. Of course, that happens in the intertestamental И, period. конечно, это случилось в межзаветный период, мы знаем. All right.
let's look at the Persian Empire. Хорошо, давайте посмотрим на Персидскую империю. We just have a few slides on this and then we'll be done. У нас еще несколько слайдов осталось, и мы закончим. Is any of this translated in their notes? I think Да, да, у нас Emerson есть. Yeah, I've translated Oh, all the missed parts. Okay. Me and Masha we translated. all right, great. За Okay, несколько классов это всё. so you see, this empire lasted over 200 years, much longer than the Babylonian Empire. То есть мы видим, что эта империя, она существовала более 200 лет, намного больше, чем Вавилонская империя. And they spoke Persian and Aramaic, Они разговаривали на персидском, на арамейском языке, and that's reflected in books like Daniel and Esther. и это отражается в книгах таких, как Даниил или Эсфирь. We see those sections of Daniel that are in Aramaic, Мы видим целые разделы в книге Даниила, написанные на арамейском. and we see a lot of Persian words in the book of Esther. И мы видим много персидских слов в книге Эсфирь. They had a main religion that worshipped one God. У них была основная религия, поклонение одному Богу. He was a fire god, Это был Бог огня. Ahura Mazda. Ахура Мазда, да. Мазда. Yeah, Ага. but they didn't force that worship onto the different provinces. Но они не навязывали эту свою Мазду остальным провинциям. Now, if any of you are familiar with the 300 Spartans or the Battle of Thermopylae, Кто-то из вас знает фильмы, да, 300 спартанцев или битва при Фермопилах? okay, that happened around this time too. Вот это случилось тоже примерно вот в это время. That actually happened right before the book of Esther. Кстати, вот эти события случились прямо вот незадолго до событий книги Эсфирь. Xerxes the first. Ксеркс I. He's the one who failed to conquer Greece, and so he went back to Persia. То есть именно ему не удалось завоевать Грецию, потому он вернулся назад в Персию. As far as some of the historical books in the Old Testament at this time, Касательно вот исторических книг этого периода, Ezra, Nehemiah, то вот как раз Ездра и Неемия записаны в этот период. and then also we have Esther, Персидский период, также книга Эсфирь, we have Daniel, книга Даниила, and then a couple prophets like Zechariah and Malachi. и несколько пророков: Захария, Малахия, Yeah, okay, Хагай, yeah. да, Агей также. So some of the last minor prophets are written at this time. Последние вот эти малые пророки, они записаны как раз уже во время Персидской империи. А Троя? Ну, нет, я маю на увазі Троя, той самий період, що і... So what about Troy, the Який це період? described in poems of Homer? That was long before this time. Это было задолго до этого. That was in the Judges period. Троя была во времена судей. Okay. What else? The Judeans never rebelled against the Persians, Иудеи никогда не бунтовали против персов. so it seemed to be a pretty good situation for them. Для них казалось это вполне даже неплохая ситуация. They also had good leaders like Nehemiah. Также у них были в то время хорошие руководители, как Неемия, например. But then later in the intertestamental period, they had a lot of Hellenistic religion forced on them. Но позже, в межзаветный период, им начали сильно навязывать эллинистические, греческие религии. And Daniel talks about that the abomination of desolation. И Даниил говорит об этой мерзости запустения, которая будет в храме. And there was an event like that happened in the Hellenistic period. И действительно произошел подобный период, подобное событие, произошло в эллинистический период, Where Antiochus Epiphanes, he desecrated the temple. когда Антиох Епифан, он осквернил храм. And so that led to a rebellion, and we have a lot of that described in Maccabees. И это привело к восстанию, и очень много деталей этого восстания описано в книгах Маковейских.
The city of Jerusalem and the temple are also rebuilt during the Persian period. Сам город Иерусалим и храм были отстроены также в персидский период. The temple is actually, it's finished, refinished in 517 BC. Храм был окончательно достроен в 517 году до нашей эры, 70 years after it was destroyed. 70 лет спустя своего разрушения. And this temple probably looked different than the temple of Solomon. И, скорее всего, этот новый храм выглядел иначе, чем храм Соломонов. We have some indications that it wasn't quite as grand. У нас есть свидетельства в Писании, что он был не настолько величественный, совсем не настолько. So 500 years later, Herod, he rebuilt the temple again, and he made it much larger. Well, he made it much nicer, and he made the area around it much larger. И 500 лет спустя уже Ирод перестроил храм, как раз уже ближе ко временам Иисуса, и он сделал само здание храма куда более привлекательным, и территорию возле храма сильно расширил. Now, while Ezra had taken a lot of the Judeans back to Jerusalem, some people stayed in the Persian Empire. Но в то время как Ездра, конечно, взял с собой многих евреев назад в Израиль, многие евреи оставались жить в Персидской империи. And those that stayed included Esther and Mordecai. И те, кто остался жить в Персидской империи, включали в себя Эсфир и Мардахея. So we have Xerxes, or Ahasuerus was his Persian name. Итак, у нас есть Ксеркс или Ахашверош, его персидское имя. He is mentioned in Ezra 4:6 and also in the book of Esther many times. Он упоминается в Ездра 4-6 главе, а также в книге Эсфир многократно. We definitely have a historical setting here in the book of Esther. И однозначно у нас описывается в книге Эсфир реальная историческая обстановка. Do you all know who Herodotus was? Все вы знаете, кто такой Геродот, или не все? He was this famous Greek historian of the 5th century BC. Знаменитый греческий историк 5 столетия. And he wrote about Xerxes, among other people. И он, помимо прочих, писал также и про Ксеркса. And he tells us that after Xerxes failed to conquer Greece, he went back home and sought consolation in his harem. Consolation, окей. Да, Геродот написал, что после того, как военная кампания Ксеркса в Грецию провалилась, он вернулся к себе в Персию и сосредоточился на своем гареме. And in chapter 2 of Esther, that seems to be what's reflected there. И 2 глава Эсфир, похоже, отражает эту ситуацию. Начал он эту сферу жизни осваивать. Now we have two possible mentions. We have possible mention of both Mordecai and Esther. И у нас есть два возможных упоминания об Эсфире и Мардахее. They're not for sure, but they're possible. Это не стопроцентные данные, но вполне вероятно. The first one concerns Mordecai. Первое упоминание касается Мардахея. His name was actually Marduka, that's how they would have said it. Но его имя буквально значит Мардука, они так бы его назвали. Means man of Marduk. Буквально означает как человек Мардука, мужчина Мардука. So it's a Babylonian name. Это вавилонское имя. And Esther is also a Babylonian or Persian name. И Эсфир это тоже вавилонское, персидское имя. We're told that her Hebrew name is Hadassah. Нам сказано, что ее еврейское имя Гадесса. We don't know what Mordecai's Hebrew name was. Мы не знаем, какое было еврейское имя Мардахея. But we do know that Mordecai had lived in Babylon before going to Susa. Но мы знаем, что Мардахей жил в Вавилоне перед тем, как отправиться в Сузы. And there's a clay tablet, an administrative document of the Persian
И Empire есть вот такая глиняная табличка, административный документ Персидской империи. that mentions a Marduka who was sort of the special secretary of the governor of Babylon. И в ней упоминается Мардука, который был своего рода таким особым секретарем управляющего Вавилоном. And he has this job where he's a scribe and he's a translator. И у него была такая работа, что он был переписчиком, секретарем и переводчиком. And that would seem to fit the skill set of Mordecai. И это хорошо, кажется, соответствует тому набору навыков, которые мы видим у Мардахея в книге Библии. Who would have known Hebrew and Aramaic and Persian. Мардахей явно знал еврейский, арамейский, персидский. And then he moves to Susa eventually, and so it seems like he gets promoted higher in the government. Да, и он из Вавилона в какой-то момент перемещается в Сузы, и кажется, это по причине его повышения, то есть его взяли на более высокую должность в правительстве. Susa was the capital. Сузы были столицей. Babylon was an important city, but it wasn't the capital. Вавилон был важным городом, но он не был столицей. Also, this tablet dates to about the beginning of the reign of Xerxes or the end of the previous king Darius. И также эта табличка, она датируется где-то началом правления Ксеркса или концом правления предыдущего царя. Who was the previous king? Darius the first. Дария. Предыдущий. То есть конец правления Дария, начало правления Ксеркса. So it's the right name, it's the right time, it's the right place, it's a government official. Итак, подходящее имя, подходящее место, подходящее положение человека, он важный правительственный чиновник. So it could be the Mordecai from the book of Esther. Может быть, это Мардахей из книги Эстер. What about Esther herself? Что по поводу самой Эстер? She is possibly mentioned in the writings of Herodotus. Она, вероятно, упомянута в письме, в том, что написал Геродот в его трудах. So he mentions one of the queens of Xerxes. И он упоминает об одной из цариц, связанных с Ксерксом. He calls her though a mistress. И он называет ее Аместрис. Right. Now, if we take off the ending because it's Greek, И если мы уберем окончание, потому что это Аместрис это греческое слово, then we're left with this. то у нас остается Аместра. And one scholar proposed that this part might be some kind of Persian element added onto her name. И один ученый предположил, что Ам это может быть такой чисто персидский элемент, который они добавляли к именам. So then we're left with Esther. И у нас остается Эстер. Possibly. Возможно. It's definitely not Vashti. Вашти. Yeah, she was the previous queen. Да, но очевидно, что Аместрис это совсем не похоже на Вашти, предыдущая царевна перед ней. But as Esther was a queen, maybe in future excavations at Susa they'll turn up some inscriptions mentioning Но her. поскольку Эстер все-таки была не кто-нибудь, а царица, может быть, будущие раскопки, связанные с Персидской империей, покажут такие, какие-то надписи с ее именем. There are some other components of the book of Esther that are very historical. Но есть другие компоненты книги Эстер, которые весьма историчны. The 7 princely advisors to the king. Например, 7 князей-советников царя. Their postal system. Их почтовая система очень эффективная. It mentions the book or the chronicles of the kings that they had. Упоминаются вот эти книги, извините, я неправильно вам перевел, книги паралипоменон, книги летописи, да? Книги летописи и книги царей, которые они вели. That's a very late version of it. Это очень такая поздняя версия вот этих книг летописи. They used hanging on a stake as capital punishment. Они использовали повешение на шесте как высшую меру. Like we see with the sons of Haman. И это вот мы видим с сыновьями Амана случилось. The laws were irreversible, and so they had to issue counter decrees. И законы были неотменимы,
закон Медиан и персов не отменялся, поэтому им приходилось издавать для, какие-то, скажем так, последующие декреты, влияющие на предыдущие, для того, чтобы что-то поменять. And then there are Persian words found in the text. Ну и также персидские слова найдены в тексте. I don't know who wrote the book, Я не знаю, кто написал книгу, but whoever did was very familiar with the Persian royal court. но кто бы ее ни написал, он очень хорошо был знаком с персидским царским двором. So Nehemiah is a pretty common suggestion. Очень многие предполагают, что это Неемия написал. Obviously, Nehemiah served in the royal court before he moved back to Jerusalem. Ну и мы знаем о Неемии, что он служил при царском персидском дворе перед тем, как отправился в Иерусалим. So he would have had access to those records. He also would have known the Judean community in Susa. То есть у него был бы доступ к записям, необходимым для книги, и также он, конечно же, имел связи в иудейской общине в Сузах. And then when he went to Jerusalem, became the governor, and started building the wall, И когда Неемия отправился в Иерусалим, стал губернатором, начал строить стену, he met some opposition, он встретился с некоторым противостоянием. but they were able to complete it. Но они таки смогли завершить ее. And here are some of the ruins of that wall that Nehemiah rebuilt. И вот здесь есть некоторые даже видны руины той стены, которую отстроил Неемия. Pretty solid. Yeah. Довольно солидная. So there are many other things, but Есть много-много чего еще. now tomorrow we'll be able to start on the New Testament. Но, слава Богу, завтра мы сможем начать уже с Нового Завета. Yeah.